Ух ты, с пробуксовочкой. Этот кузов японцы просто за ненадобностью отдали в Рено. Салоны были у Ниссана лучше, чем у Тойоты. Всем привет из морозильника. Я считаю, что нужно обязательно ставить лайк сразу же до начала просмотра, только за то, что мы вам делаем контент в минус 30. Все, кто со стороны эту машину видит, считают, что это Альмера. У нас это так не считают. Но если ты на этой машине поедешь куда-нибудь на запад, сразу будут думать, что это Альмера, гаишники будут подходить к тебе слева и удивляться, что слева нет водителя. Но здесь интересная история такая. Это Bluebird Sylphy. Последнее поколение Bluebird Sylphy. Я почему говорю последнее? Потому что есть еще следующее вроде бы поколение, но оно уже не называется Bluebird Sylphy, оно называется просто Sylphy. А вот это именно Bluebird Sylphy еще. Закончилось это поколение в 2012 году, и этот кузов японцы просто за ненадобностью отдали в Рено. Ну, по сути, да? Тогда же уже как раз образовался вот этот Рено-Ниссан. Рено поступил очень просто. Запихал в классный, просторный, большой, красивый кузов от Ниссана свою унылую начинку от Рено Логан. Здесь есть и замечательный просторный салон, и большие, достаточно мощные двигатели. Вот, например, у нас версия с 2 литрами. То есть нужно знать, что этот кузов, примерно 2008 по 2012 год, был приличной праворульной машиной. Если вы захотите приобрести такой Bluebird Sylphy, это на самом деле сейчас не так просто. Они хоть и стоят относительно недорого, там 1500, его в принципе можно найти в очень хорошем состоянии, но его придется поискать. Для такого случая я вам рекомендую сервис Автокод Поиск. Очень даже активно мы им пользуемся сами, когда пытаемся подыскать что-нибудь интересное и необычное для съемок. Сервис Автокод Поиск ищет одновременно по всем самым популярным сайтам объявлений, по вашим запросам. Ну и, разумеется, проверить машину стоит, даже если вы с таким трудом редкую нашли. Для этого подходит замечательно сам по себе сервис автокод.ру, потому что он проверяет машины не только те, которые леворульные, с ВИН-номером, а даже праворульные, у которых есть только номер кузова. Зачастую достаточно даже просто госномера. Я рекомендую пользоваться мобильным приложением. Как по мне, оно очень даже удобное. Я вам, конечно же, для примера нашел очень такой забавный вариант. Яркая внешность и харизма. Если для жизни нужна практичная машина, на которой удобно делать повседневные дела, в то же время, чтобы эффектно выехать в люди и чтобы она радовала глаз, то это самое то. Вот лучше не скажешь, а? Отлично. А вообще я выбрал это объявление из-за того, что здесь в конце написано: рассмотрю обмен только на машину с левым рулем. Желательно Hyundai Solaris. Дядя Петя, ты дурак? Первое, что мы сразу видим, дубликат ПТС выдавался, владельцев у машины было больше, чем 4, как написано-то в объявлении, да? ДТП все-таки были, и даже одно серьезное было. Судя по степени повреждений, видите, они показаны разным цветом, это уже как-то не очень похоже на только жизненные коцки, не правда ли? Есть факты скрутки пробега, аж 3 факта скрутки пробега, а? Причем еще так мощно скручивали, так скажем, на лоха. И даже скрылась работа в такси. Ну ё-моё, очень часто машина эффектно выезжала в люди, похоже, а? Но, с другой стороны, ограничений у машины реально нет. Она не в розыске. Хотя, судя по наличию неоплаченных штрафов, скоро эти ограничения могут появиться. В общем, при таком вроде бы привлекательном объявлении машина весьма сомнительная для покупки. Сервис автокод.ру в этом деле отлично помогает, тем более для тех, кто решит воспользоваться промокодом, который вы видите на экране, и воспользоваться ссылкой в описании, тот получит скидку 15%. А также 7 дней бесплатного использования сервиса Автокод Поиск. В очередной раз вынужден извиниться, что мы ее не глушим. Минус 30, напоминаю. Слушайте тарахтение движочка. Это MR20, между прочим, достаточно современная линейка двигателей. До 2020 года ее изготавливали. В принципе, сейчас на Японию они тоже изготавливаются, эта линейка двигателей. Как японцы любят, это простой мотор. Блок обычный, алюминиевый, с чугунными гильзами. Ничего особенного. Цепь ГРМ. То есть просто самый обыкновенный стандартный мотор для
для общего пользования, знаете, для массового использования. Из неприятностей, которые с ним могут случиться, только очень странная неприятность, которая, вот я, честно говоря, в нее до конца поверить не могу, но мне мой друг, у которого есть автосервис свой, сказал, что это правда. Это действительно такое бывает. Головка блока цилиндров натуральным образом может пустить трещину, если прям чуть-чуть потуже затянешь свечки, когда будешь менять. Представляете себе? 2 литра и 133 лошади. Это самый минимум, понимаете? Этот самый минимум у этого двигателя, потому что этот двигатель ставился и в Кашкае, и даже в X-Trail ставился, а там он имеет мощность повыше. Те, которые 1,5-литровые, они с автоматической коробкой. 2-литровый уже с вариаторной коробкой. Но просто вот в моем понимании, если есть возможность взять больше двигатель, то, конечно же, лучше взять его больше. И лучше пускай в ней будет 2-литровый мотор с нормальным крутящим моментом, который даже с вариатором очень даже неплохо реализуется. Ну и не забывайте, что благодаря вариатору будет не сильно высокий расход. Эта машина, на удивление, не маленькая. То есть округлим 4,7 метра длиной. Прикиньте, обычно же, как говорят, Bluebird это все-таки уровень Короллы, да? Ну, в случае с этим Bluebird'ом это скорее уровень Алионов, Премио, вот у Тойоты, да, тех годов. Но в любом случае, даже для такого уровня, да, седан B-класс, это крупная машина. В салоне это особенно заметно. Слушайте, тяжелая такая дверь прям, тяжелая. Вот реально ощущение близкое к Тиане. Смотрите, вставочки под дерево, не глянцевый какашечный цвет поносный какой-нибудь желтый. Здесь очень приятный такой ковролинчик на дверных картах. Здесь, сбоку, снизу, то есть практически ко всему, к чему ты прикоснешься, есть приятные какие-то покрытия вот такие на ощупь. Расположение ручки, вот прям идеальное, вот серьезно, расположение ручки открытия двери. То есть вот, смотрите, я кладу руку на подлокотничек, да, который на двери, и у меня рука прямо автоматически ложится вот сюда, вот в это место, где вот я открываю дверь. Смотрите, опа! Я вам всегда говорю, что Nissan на самом деле делал лучше салоны всегда, чем Toyota. Такой нескрипучий мягкий пластик. Это родной настоящий руль, да, вот видите, он пошорканенький даже, но уже даже с анатомическими вот этими изгибами, то есть вот тут под большие пальцы сделано. Вместо экрана мультимедиа у нас здесь большой кармашек. Лайк на самом деле, мне это экран бы мультимедиа нафиг не уперся, кармашки я люблю. Подстаканники, конечно, не в идеальных местах справа и слева, но тоже неплохо. Они вот здесь, на кнопочку причем, раскрываются. Они глубокие, хорошие, большого диаметра. Но мне нравится то, что подстаканники, они мало того, что здесь вообще есть, да, хорошо, что они в принципе есть, могли бы их вообще не сделать. Они складываются, то есть при желании ты можешь сделать здесь себе большой карман. Более того, ты можешь себе сделать очень большой карман. То есть мы открываем вот этот вот подлокотник, причем на нем есть подсветка, прямо вот здесь вот сбоку. И можем вот эту перегородку убрать. И получим очень большой карман, прям длинный большой карман. Пепельница, естественно, вот за это респект, что они ее спрятали за деревянной панелькой. И прикуриватель. Единственное, что, смотрите, если ты будешь использовать прикуриватель как розетку, закрывать тебе не получится эту штуку, да, то есть она прикуриватель тоже прикрывает. Но зато вы посмотрите целостность торпеды, дизайн, ионизатор. Народ, ионизатор, очистка от аллергенов. Я, конечно, хрен его знает, когда конкретно даже в этой машине, наверное, никогда в жизни фильтр не меняли, скорее всего. И аллергенов там полным-полно. Но это было, это было. Ой, мне как нравится нажатие кнопки аварийки. Какое прямо... Смотри, прям... Костян, мягкое нажатие. Ну-ка попробуй, а прям оргазмически классное нажатие. Вот когда и потеребонькать. Да. Кстати, вообще все приятно как-то двигается. Такие мягкие щелчки. Вот даже вот ты вот эту вот бабышечку крутишь, и такие щелчочки прямо ощутимые. Бардачок с плавным открытием, смотрите. Он еще глубоченный. Я вот вам серьезно скажу, что я туда вот до самого края не дотянусь, если туда вот самую глубину что-то положить. Вот не дотянусь, елки-палки. Ну, здесь вот, понятно, отделение под бумаги, скорее всего, но глубина-то какая у бардака. Мало того, что здесь реально сзади много места, ну вот серьезно, это вот уровень не Б-класс, это не Б-класс, реально здесь много места. Здесь еще вы посмотрите, какой классный подлокотник. Во-первых, подлокотник сам по себе широкий,
в тряпочке, в такой уютной, все замечательно. Заднее сиденье не складывается, но есть здесь ниша. То есть, ну не ниша, а здесь есть проем, да, дверца в багажник. Смотрите, когда ты ее открываешь, что получается. Получается вот такой вот столик с пластиковым покрытием и отверстие в багажник, то есть для длинномерного груза. Но мало того, что столик, ты мой хороший, вы посмотрите, какие здесь подстаканники. В нужном месте, с зажимом. Видите, с зажимом. Еще и два. Правому и левому. Вот, всем есть. Не надо? Закрыл. Надо? Открыл. Вот прям вот вообще молодцы. Я же говорю, ниссановцы хорошо работали, блин, с салонами. Смотрите-ка. Ой, ой, как хорошо-то. Вы просто гляньте, как я здесь улегся. Эх. Знаете, это очень удобно так. И это при учете, что передний пассажир там сидел не низкого роста, нормального роста. Я сидел, мне можно было еще поближе продвинуться, да? А если бы я еще под себя настроил, я бы что, тут вообще даже не в калачиком свернуться мог бы, а прям вообще шикарно развалиться. Ой, слушайте. Так, мне под задницу холодно. Дай-ка закрою. О. Необычное место, где расположена кнопка открывания багажника. Не здесь, не на двери. Здесь. Щелк, вон он открылся. Да и лючок бензобака тоже в необычном месте. Рядом с рычажком открывания капота. Вот, видите его? У нас машина седанчик, но багажник сам по себе высокий. То есть вот от верха до дна высоко. Причем еще не забывайте, что запаска, она еще под поликом, да, то есть еще в глубине там еще есть запаска нормальная. Высота багажника, да, то есть от верха до дна 60 сантиметров ровно. То есть нас будет только проем ограничивать. Кстати, по себе сам проем, он поменьше, он 50, да, вот, то есть высота проема 50 всего лишь. Давайте до самого конца вот померяем, сколько у нас до заднего сидения. До заднего сидения 95 сантиметров. Вот очень даже неплохо, но здесь стоит учесть, что багажник все-таки ваннообразный немножко, то есть нету вот такой вот глубокой выемки здесь по низу, и здесь, в принципе, еще вниз глубоко, даже я вам так скажу, если вот так померить, высота буртика ровно 20 сантиметров. Практически все, что вам будет нужно сюда положить, особенно всякие детские вещи, там все эти коляски, там, велики, сноуборды, как их там, или как они там называются. Это все влезет. Ширина 1,30 м. Ё-моё! В принципе, если бы еще бы складывалось заднее сиденье, мы бы могли бы говорить о габаритах прямо как у универсала. Одна из прикольных характеристик именно такой двухлитровой версии, это то, что на вариаторе есть режим спорт. Мы его включим. Это вам не режим S, не пойми какое значение имеющая буква. Это прямо вам категорически четко пишется. СПОРТ, спорт. Секундочку, сейчас я стартану по гололеду. Ух, бля. Ух ты, с пробуксовочкой. А мне даже нравится, он более приемистый стал. Он такой чувствительный на газ стал. И вообще, кстати, тугая такая педалька газа стала. Знаете, когда она даже стала как будто сопротивляться мне немножко. Смотрите, вот я сейчас еду где-то в районе 80 км в час. Он показывает 3000 оборотов. Давайте я отключу режим спорт. Скинул до... Слушайте, весомо скинул до 1500. Знаете, я предположу, что очень даже серьезно увеличивается расход в этом режиме. Я не скажу, что машина острая на руль. Она скорее нацелена на комфорт, чем на динамику, это определенно. Но если вы какой-нибудь каталог откроете, да, там что-нибудь будете читать, там пишут: Bluebird Sylphy в 3-м поколении ориентирован на женскую аудиторию. Кого? Как? Nissan Juke ориентирован на женскую аудиторию, а Nissan Bluebird Sylphy ориентирован на любую аудиторию, я вам так скажу. Мужику тут замечательно будет ездиться. Просторный. Это не та машина, про которую там будут писать: ой, я целых 1,80 м ростом и не влез. Вот так вот. Нормально сидится, широко, просторно, хорошо. Я, конечно, понимаю, что все мои ощущения, они связаны именно с тем, что версия двухлитровая. То есть
я начинаю эту машину воспринимать иначе. Будь здесь 1,5-литровый обыкновенный мотор, как в какой-нибудь Тииде, да, например, Nissan Тиида, там, Nissan AD, там вот что-нибудь такое. Но, конечно же, ощущения были бы другие. Мне бы машина казалась вялой, пенсионерской, там, не пойми что, не пойми куда. Хотя разница, конечно, там всего лишь там 30-40 лошадей. Ну, вроде бы ни о чем. Но, тем не менее, когда мы говорим о крупной машине, вот какой, на удивление, является Bluebird Sylphy в этом поколении, эти лошади и этот крутящий момент, он именно нужен, он ощутим. У нее высокий клиренс, она с завода даже уже 16 сантиметров клиренс имеет, а нашу еще маленечко на проставочке подняли. Так и вообще хорошо. Ни снега не боимся, ничего не боимся. Полноприводные жалко, что все-таки только 1,5-литровые. То есть, прикиньте, да, у 1,5-литрового Блюберда у него и так-то будет динамика очень посредственная, а еще и полный привод. Ой, вот сюда, почему нельзя было сюда на 2 литра дать полный привод? Было бы идеально. Все, это было бы идеально. Конечно, мы здесь не имеем какой-то сложной подвески и все такое. Я говорю, здесь, конечно, есть вот эти знаменитые ниссановские проблемы по подвеске с чашками, проблемы со стойками, проблемы с задней балочкой. Конечно же, это все встречается. Но ой, вы просто посмотрите вот в каталогах запчастей, сколько стоят ниссановские запчасти. Потом посмотрите запчасти на Тойоты, того же класса, того же уровня. Удивитесь, что разница иногда бывает чуть ли не в 2 раза. И поймете, что я не зря вам говорю, что надо все-таки Ниссаны рассматривать к покупке. В общем, так вам скажу. Подписывайтесь на канал. Таких машин вы зачастую даже и не увидите, как я показываю себя на канале. Так что надо подписаться обязательно. На прямые эфиры каждую неделю не забывайте заходить. Ссылка на донат, в принципе, тоже присутствует в описании. Конечно же, в описании еще полезные ссылки есть на другие интересные выпуски. И всем пока!